Добрый день, уважаемые зрители и подписчики канала Рыболовные снасти и рыболовные мережи. Сегодня мы с вами разберем вопрос, как подшивается юбка, или горловина, как пришить горловину на рыболовный чулок мережи. На чулок рыболовной мережи. Мережи, там, вентиля, ятеря, без разницы, как это называется. Как непосредственно ее подшить уже к чулку. Скажем, вот здесь образец есть, уже чулок, одна юбка пришита на нем, да. Одна юбочка вот уже подшита на нем. Одна юбочка подшита. Ну, на примере мы разберем, как подшить непосредственно вторую юбку. Создание непосредственно, скажем, чулка, да, там есть два способа. Если идет расширенный коридор, то с основного чулка туда готовится юбка, подшивается коридор, и непосредственно уже дошиваются юбки от количества, сколько их необходимо. 2, там, 3 юбки, уже сколько на чулке будут располагаться. Здесь непосредственно это подшит уже коридор, и уже создается за счет самого длинного продольного чулка, создается юбка, да, проходная горловина. Сейчас я на примере вам покажу, как непосредственно уже подшивать вторую юбку. Когда идет разность, скажем, то есть коридор, он же больше, а чулок идет меньше, да, количество ячей на коридоре, соответственно, больше, на чулке, соответственно, меньше. То необходимо, когда вот подшит сам коридор, да, и необходимо уже пришивать юбку, то чтобы не запутаться, необходимо чулок вывернуть готовый чулок уже наизнанку, вывернуть его наизнанку. Вот сейчас другую сторону, я возьму с другой стороны непосредственно, да. Вот он, чулок вот готов, он уже по кругу, да. Я его просто с этой стороны уже выверну и наберу петли и повешаю, вот туда же ее повешаю, где и висит. То есть непосредственно выворачиваем весь чулок, я снимаю, можно петли набрать, можно их не набирать. Значит, непосредственно снимаю, залезаю сюда, вовнутрь чулка, да, и непосредственно вот это все снимаю и выворачиваю через чулок. Все это опускаю в чулок. Да, можно не набирать эти все петли обратно, а просто вот так через какой-то промежуток накинуть эти петли. Просто их накинуть. Чтобы не набирать там каждую ячею, в этом нет необходимости, скажем, на веревочку набирать их. Просто накинуть петли на крючок, из-за чего на крючках удобно работать. Теперь я уже сделал там непосредственно отметку, где необходимо будет уже пришить юбку. Я вставил такую веревочку сюда, пометил, в какой мне промежуток необходимо. Я пришить эту юбку. Сейчас пододвинем подальше, будем работать на расстоянии мы. Вот, тут у меня меточка вот стоит, веревочка такая. Сейчас еще подальше отодвинемся. Вот стоит меточка, это веревочка у меня здесь, да. Юбка уже готова, и просто вот эту часть уже необходимо будет. Сейчас переставлю я, скорее всего, камеру. Перевяжусь даже, чтобы было удобно видно. Ну вот что, я даже решил вам показать, как перехватиться, да. Вот, я ничего тут не делаю, даже не снимаю.
просто вот беру вокруг и просто перехвачусь, скажем, сюда, да, чтобы не было расстояния поменьше здесь, поменьше. Ну, вот это просто, опять же, один на крючок. Вот наша меточка есть, вот она здесь, эта метка. Это метка. Теперь уже есть готовая юбка у меня. Готовая юбка. Эту юбку просто мы в чулок вденем. Можно пришивать сразу, скажем, юбку с чулком, потом сшивать чулок, или наоборот сделать, как вот здесь, сшитый чулок, а потом пришивать юбки. Как говорится, от перестановки мест ничего не меняется. От перестановки мест абсолютно ничего здесь не меняется. Вот, скажем, я беру непосредственно уже здесь. Не обязательно там, скажем, к шву, который шов здесь есть расположен, да, делать. Ну, будем делать к шву. Значит, берем ячейность, любую ячею, да, и сделаю я здесь просто 2 захвата. Просто узелок на ней. Раз, там, на этой петле делаю узел. 1, ну, второй сделал. 2. Сделал узелок. И то же самое теперь. Вот я буду вот сюда крепить эту юбку. То же самое практически как вязание, скажем, сетей. Непосредственно то же самое, что и штопание сетей. Потом будем это разбирать. Я проставляю, делаю это расстояние. Здесь у меня дель 30 миллиметров. 30 миллиметров. Делаю я 30 миллиметров. Вот это ячея, петля. Да? И тот же самый узел. По 2, под 1. Затянул. И теперь так по кругу относительно будем цеплять следующую ячею, которая ниже. Мы ее подцепили. Можно это делать, скажем, на глаз. Можно делать с замером, это замерять. Можно сделать по линейке. Можно относительно ячеи померить вот так, да, от узла до узла. Эту веревочку накинуть. Вот я ее взял. Здесь прихватил я ее. И так же самое под нижнюю ячею. По 2, под 1. То же самое практически действие, которое на канале вы видели, есть в уроках для начинающих. Это сращивание 2 полотен по горизонтали. Те же самые действия, что сращивание есть в видео, уроки сращивания 2 полотен по горизонтали. И тут просто и целое полотно идет. И вот на эти узелки мы будем цепляться. Просто идет целое полотно. Там просто резаное в уроках, да. А здесь просто уже идет целое полотно. Можно также рисочку поставить на иглички. У кого изначально гуляет рука, можно риску сделать на игличке, чтобы было удобно. Или работать с линейкой, прикладывать линейку. Вот следующий узелок. Да. Следующий узелок. Также замерить. Также делаем узел и захват. Подцепляем снизу. Расстояние, я говорю, что можно померить вот так вот, приложить. Сразу будет дана размерность уже непосредственно по ячее. Даже никакой риски, ничего не надо. У кого рука уже набита, давно работает с материалом сетным, тот уже в принципе видит и так расстояние, какое необходимо. Итак, юбки пришиваются далее. На чулках бывает разнообразие юбок, их может доходить и большое количество.
большое количество непосредственно юбок. Юбки все равно делаются, скажем, в зависимости от длины юбки, от высоты чулка рыболовного. Идет расстояние от юбки до юбки. И вот таким образом, то есть мы уже продолжаем. Продолжаем сращивать горловину с рыболовным чулком. Количество юбок зависит от глубины постановки мереж. От глубины. И в основном длина чулка зависит от тех глубинах, на которых планируют делать промысел. Чтобы было удобно проверять, чтобы мотня была наверху поверхности воды, а сами дворы и коридоры оставались на дне. Были на дне, чтобы их не вытаскивать наружу. И горловины, если, допустим, глубоко, там, к примеру, 8 метров, да, по глубине, если ставить на 8 метрах, ну, это порядка 4 горловин, 4 порядка горловин необходимо делать на чулке. Вот так по кругу мы пришиваем непосредственно эту юбку. И говорю, в зависимости тут нету, каким образом, в какой последовательности идти. То есть, или сначала вы пришиваете юбки, потом собираете чулок, или собираете чулок, а потом собираете юбки. Собирать чулок можно двумя способами. То есть первый способ сбора чулка — это вот так же, как мы и делаем, с провязом, с добавлением ячеи, с добавлением ячеиности. Второй способ — это просто наложить шов. Наложить шов на рыболовный чулок. Позже я вам покажу, как это делается, накладывается шов. Эти моменты, то есть этот чулок непосредственно, да, он собран по ячейности. Вот идет ячейность у него, да, собран через ячею. То есть создана еще ячея, и он собран так, без шва. Но также я говорю, что можно расположить, просто делать швы. Просто наложить шов уже на чулок сам. Также можно и горловины, непосредственно горловины делать со швом, на шве делать горловины. Как закладывать непосредственно шов и, там, скажем, запрятать нитку, чтобы она не мешала там для работы и не распутывалась. Все это в дальнейших видео мы с вами разберем. И вот таким образом по кругу мы дошиваем. Что потом получится, я вам покажу, и как непосредственно уже делать завершение. Тут чулок он небольшой, в диаметре 0,8, 80 сантиметров в диаметре. Но расход у него тут непосредственно, потом в дальнейшем видео я вам покажу конфигурацию именно вот этого чулка, именно конфигурацию данного устройства, данной мережи. Там будет передний вход, передний заход, полукруг. Будет идти не квадрат, а будет уже полусферическая сфера. Полусферическая сфера непосредственно на какие-то разные породы рыбы, которая ближе держится ко дну. Применение полусферы — это для вылова рыбы, которая ближе держится ко дну. Там есть непосредственно, допустим, разные породы рыбы, по-разному вытягиваются непосредственно горловины. Располагаются горловины на данной конструкции.
В основном горловины на рыболовных мережах, ну, они центруются, скажем, посередине. Но на какие-то отдельные породы рыб горловины располагаются немножко по-другому. Чтобы лучше заходила рыба, чтобы ей было удобно. Ну, и разные такие моменты. В этом тоже есть. Юбка здесь, она уже непосредственно горловина это собрана. Уже тоже собрана. Также собрана по ячейности. Не швом заложена. Только ее остается подшить непосредственно здесь к чулку. Это еще когда вот моменты вот эти, как узел, видео, я еще раз повторюсь, есть на канале. В разделе «Уроки для начинающих», как сращиваются два цветных полотна по горизонтали. Вот этот метод, один из методов применения и изготовления мереж. Потом, когда попозже мы будем разбирать, как заштопать рыболовное полотно, там еще мы разберем, как и что будет более понятно. Будут более понятны эти моменты все. Ну, к завершению я буду подходить. Я вам еще там покажу, продемонстрирую. Еще где-то половину надо пройти здесь. Ну вот, мы с вами подошли к завершению или к началу того, что мы начинали. К завершению или к началу того, что мы начинали. Сейчас поближе сделаем все это. Здесь осталось, значит, вот пристегнуть еще одну петлю. Ее подстегиваю. На чулке. Горловина тоже вот одна петля осталась. Мы и тоже делаем, формируем. И теперь здесь тут веревочка, которую мы помечал я, на каком расстоянии необходимо делать горловину от первой. Сейчас я тут сниму. И теперь уже... Так, а нет, еще сюда. Еще на шов. И вот мы подошли туда, где уже начинали непосредственно. Делали первый узел. Тоже цепляем эту петлю. И здесь также делаем узел. Затягиваем узел через верх. И также можно здесь сделать еще, допустим, страховочный узел, еще один, через низ. То есть затянуть из-под низа еще. То есть один сверху мы узел оставим, другой снизу.
Кто, я говорю, что если мало ли переживает, что у него расходится узел или что-то там неправильно делает, к примеру, да, что как и на сетях, допустим, рыболовных, также на мережах, что можно вот этот непосредственно еще провязать, да, обратно провязать, подсадиться вот сюда. То есть также взять и сюда еще накинуть. Еще один раз. Это страшного ничего не будет, если здесь останется там две этих веревочки. Две нитки будут проходить. Страшного ничего нет. Накинули подверх, если кто переживает, да, что у него там расходится или узел что-то немножко неправильно скользит. И уже здесь еще раз затянуть. Еще здесь вот так. Хоп. Все. Обрезаем. Вот таким образом мы с вами уже сюда на чулок пришили горловину. Дошили сюда на чулок горловину. И уже дальше с ним работаем. Все, спасибо за внимание. Всем хорошего дня, хорошего настроения. Смотрим, учимся дальше, как что делать.